Всем привет! Да, знаю, что в России за 2 дня намело 2 годовые нормы снега. Сейчас середина января, в Нише снега нет, а когда снега нет, нужно идти в горы. Благо здесь, на юге Сербии, в Нише, полчаса на автобусе номер 1 до Нишко-бани, и ты уже у подножья горы Сува-Планина. Начинается трек. Небольшая вершина Присклан порадует потрясающими видами на окрестности. От пешеходной прогулочной тропы в Нишко-бани змейкой поднимаемся до первой обзорной, затем вторая. Отсюда летают парапланеристы. Затем нас ждет развилка. Мы все больше ходим коротким путем налево, но в этот раз супруг соскучился по заброшенной деревеньке, и мы пошли направо. Что-то затерянное, постапокалиптическое витает в воздухе, когда смотришь на эти старые, забытые, разрушающиеся домики. Деревенька называется Коритняк. Она опустела примерно в 2002 году. Коритняк относится к средневековым поселениям, впервые упоминается в письменных источниках в 1564 году в турецкой кадастровой переписи под названием Коритар. В XVI веке был населен преимущественно влашским, валахским населением и имел 16 семейных домов и 11 одиноких. Валахи, Власи – небольшая этническая группа. Они в настоящее время проживают южнее Дуная, на территории Восточной Сербии, Южной Албании, Северной Греции, Северной Македонии, Юго-Западной Болгарии и Румынии. Коритняк с Радика-баром были владениями Юсуф-бея, который защищал жителей, чтобы они не участвовали в военных походах, потому что у них была обязанность помогать государству во время войны. Здесь также были турецкие дома, которые выселили до освобождения Ниша. Во время таяния снега и дождей один из потоков протекает под деревней Коритняк и образовывает Коритасты, желоб, в честь чего деревня и холм и получили название. Во время турецкого владычества население занималось здесь скотоводством, а также производством извести в известняковых карьерах. Вот такое село, особенно трепещущее зрелище, когда оказываешься здесь, в туман, аж мурашки по коже. А мы идем дальше. Еще 100 метров, где-то около 600 метров над уровнем моря, лес превращается в зимнюю сказку. Деревья, обрамленные инеем, переплетаются в настоящие кружева. Но самое потрясающее зрелище, когда выходишь на обзорный Присклан, и вдали виднеются вершины Мосор, Соколов камень, а вокруг замороженный лес. Ради этих минут и этой красоты сюда стоит дойти, а всего через 1,5-2 месяца здесь можно будет дивиться другим чудом природы – цветением крокусов и подснежников. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь, обязательно напишите нам о своих впечатлениях, особенно если вы сюда доберетесь. До встречи. Пока-пока.